Чтобы не было толщины при настрачивании по боковым сторонам, вот здесь вот будет очень сильная толщина, и машина может буксовать, да, или сломать иголку. Я бы вот на уровне сгиба чуть-чуть вот эти вот места высекла, то есть не доходя до верхнего перегиба. Вот этот вот уголочек так вот бы взяла бы и высекла. Так и сделаю, чтобы предотвратить толщину. Она все равно там никакую функцию не несет, она будет там закрыта, поэтому мы можем ее смело высечь, так сказать. Мне толстую отделочную нитку нужно с лицевой стороны. Я не хочу портить челнок, и я ее, эту отделочную нить, поставила только на иглу. Получается так, что мне нужно прошивать с лицевой стороны. Я прошью с лицевой стороны. Однозначно я попаду в подгибку внутреннего подгиба и могу смело отстрочить. Можно лапкой с ограничителем, но мне кажется, я и так на глаз прошью, поэтому буду шить на глаз и с лицевой стороны. Можно с изнаночной стороны. Но отделочную нить нам нужно намотать на челнок. Я не хочу портить челнок, поэтому буду шить так. Попала. И сверху еще проложу. Вот такие вот получаются кармашки. И сейчас мне нужно вот это вот наметать, чтобы нам легче было настрачивать по боковым сторонам. Я сейчас это временными стежками наметаю и уже приколю на мешковину. Кармашки я наметала, приутюжила. И могу я сейчас вот прям сразу взять вот так вот, да, и настрачивать. Но я люблю вот такой метод. То есть с чистым внутренним настрачиваем. То есть мы сейчас вот так вот по заутюженной нашей линии настрочим с изнанки. И у нас будет потом легче настрачиваться уже с лица. Прикладываю линию заутюживания с линии намеловки и уже настрачиваю строго-настрого с одной стороны. Главное не перейти линию, иначе карман будет тянуть. Вот я вот так вот сделала. Здесь вот у нас вот так получается. И сейчас аккуратненько нужно сюда подлезть. Главное здесь не до конца, а вот этот вот начало кармана. Вот это самое главное. Я сейчас должна вот сюда аккуратненько подлезть, приложить линии сопряжения намеловки и заутюживания. Вот. И уже настрочить. Если маленькая ширина, небольшая самого кармашка, прям малюсенькая, то, конечно, таким способом не получится. Ну, у меня нормально. Ну вот они уже, края у нас изнутри зафиксированы, и получается нам намного легче настрачивать уже сверху. Здесь вот небольшая толщина, я могу это красиво так постучать, можно молоточком, я отверткой люблю. Вот. И уже она тут забилась и становится более мягкой. Я сейчас буду настрачивать и закреплять с обоих сторон. Один карман я уже настрочила и закрепила. Дальше нам нужно его обметать. После того, как мы настрочили карман, нам нужно вот этот вот срез, именно малую мешковину из основы ткани, обметать. Вот я обметала. И теперь вот уже мы ее должны закрепить на подкладочную мешковину по 3 сторонам. Вот я должна сейчас закрепить, сколю так вот булавочками по всем 3 сторонам и закреплю. Одну сторону я уже закрепила, чтобы время не терять. Вот, я закрепила близко к краю строчки оверлока, закрепила 2 строчками. Так будет более прочнее.
закрепила по боковому, по срезу оверлока и по верхнему срезу нашей мешковины. Сейчас я другую сторону тоже закреплю, но вот эта сторона у нас получается уже готова. Далее мне нужно соединять мешковину из подкладочной ткани с самой передней половинкой по входу в карман. И хочу здесь обратить такое вот маленькое внимание. Я буду шить со стороны подкладки. Можно сюда тоже приклеить косой нити пришивной дублины, чтобы он не вытягивался. Если у вас подкладка такая вот, допустим, хорошо растягивается. Но я не буду. И фишка в том, что подкладку я раскроила чуть-чуть на 0,2 меньше, чем основа, в области входа в карман. Я сейчас буду шить и растягивая таким образом срез подкладки, но припосаживая саму основу. Это раз. И во-вторых, если мы при раскрое закладывали припуск сантиметр, то есть мы при раскрое ориентировались так, чтобы нам припуск на шов обтачивания кармана, да, сантиметр, то обтачивать карман мы будем где-то 0,8. Почему? Потому что толщина уработается. И нам нужно это учесть, что мы сейчас соединим с подкладкой, вывернем, и у нас будет все равно толщина, перегиб вот этот вот толщину заберет, и получится так, что мы соединили на сантиметр, а поверьте мне, уработается на 1,2. Поэтому и вообще все соединительные швы шьются сантиметровым швом, а все обтачные швы шьются 0,7-0,8. Вот я так и буду делать. 0,7-0,8. И вот соединение у нас получилось вот такой вот лодочкой. Это нормально. Благодаря тому, что мы натянули подкладочную деталь, оно не даст карману, так вот знаете, как волной и топорщится. Оно все равно попросит, эта подкладка попросит ткани верха улыбаться внутрь, что нам и требуется. В местах скругления я могу сделать небольшие насечки, прям вот неглубокие. Просто, так сказать, рассечь ткань чуть-чуть в местах скругления. И мне бы сейчас взять вот это вот и разутюжить. Если бы здесь было 2 слоя ткани из джинсовки, то я бы так и сделала. Но так как это тоненькая ткань, я вот сейчас вот это вот заутюжу и сделаю перекант на изнаночную сторону. Перед прокладыванием отделочной строчки обязательно заутюжу и выметаю красиво, чтобы переокантовка была на изнаночную сторону, на лицо, чтобы ее не было видно. Вот здесь-то вот мы для этого и отмечали. Вот наша рассечка. Я сейчас утюжила и вот уже немножко стерлись рассечки, на меловке вернее. Вот здесь это нам нужна вот эта вот рассечка боковая и верхняя, для того, чтобы нам закрепить уже саму брючину. Я ее обтачала, выметала. Главное то, чтобы при прокладывании отделочной строчки, чтобы у нас подкладочная, мы сделали перекант, и чтобы подкладочная у нас зацепилась строчкой, именно первой вот этой вот строчкой. Вот я сделала имитацию двухуголки, и вот сейчас я уже должна по нашим вот этим вот контрольным меткам, которые мы оставляли, приложить и закрепить. И вот у нас что получается. Я сейчас закреплю по верхнему краю. По боковому краю. Вот я закреплю прям вот строчкой на прямострочной машине, ну где-то 0,2-0,3. Самое главное нам зацепить по верхнему и по боковому. Но срез мешковины
немножко оставлю открытым, для того, чтобы нам закрепить мешковину. Вот, мешковина легла идеально, все хорошо. Здесь вот немножко нужно остановить, но это ничего страшного, это нормальное явление. Это не массовый пошив, это индивидуально. Я сейчас это все немножко осноровлю, прежде чем стачивать мешковины. И буду уже нашу мешковину закреплю и буду окантовывать косой бейкой из вот этой вот нашей же подкладочной ткани. И вот еще один такой нюансик. Видите, мешковина, вот эта вот фигурная мешковина наша доходит до среза, переднего среза. Это нормально. Вот именно вот здесь вот мешковина, вот этот вот срез мешковины должен зацепиться в гульфик и откосик, чтобы у нас в процессе носки оно держалось. И упор был, когда мы носим, упор был не только на саму юбку, да, а на мешковину. И за счет мешковины оно так прочно и плотно держится. Вот. Вот что у нас получается. Я сейчас закрепляю, обрабатываю нашу мешковину и уже вам показываю готовый результат бокового кармана. Ну, вот и готовы наши карманы. Я полностью заготовила, можно сказать, передние карманы. Закрепила по верхнему срезу, по боковому. Мешковину кармана окантовала косой бейкой. Ширину бейки для тонких тканей достаточно где-то 3,2-3,5. Вот, полностью окантовала и закрепила. Именно закрепила в области середины переда левую половинку. Ее можно закреплять, мешковину. А у правой половинки она у нас также на уровне середины переда, но мы ее пока не закрепляем. Закрепила по верхнему срезу, немножко не доходя сантиметр 3-4. Ее пока оставляем отлетную. Мы ее не будем, потому что здесь будет притачиваться откосик, и мы немножко ее будем потом осноравлять. Она нам здесь не нужна, здесь будет толщина. Вот. Мне нравится. Я довольна. Немножко сыроватая, я сейчас отпаривала. Всегда отпариваю через мокрый протяжник. У меня мокрая марля. Это вот уже несколько лет. Карманы готовы. Можно пока переднюю половинку откладывать в сторону. И приступаю к заготовке задней половинки, соединение с кокеткой и настрачивание и заготовка кармана.